Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас двоечка, первичная серия для боксеров. С нее все начинается, и во многих случаях как раз-таки двоечкой все и заканчивается. Поэтому смотрите, берите на вооружение. Итак, самый первый вариант, который нужно уяснить, учебный вариант, как подводится двоечка. Все зависит от хорошо развитых одиночных ударов. Если одиночные удары уже у вас стоят, левый и правый, то будет намного легче. То есть сама по себе двойка, она всегда скоростная, то есть и всегда идет с усилением, то есть она мощная, сильная. То есть один удар усиливается вторым. То есть сами по себе расположения ваших частей тела должны такую форму занять, чтобы она была вбивающая. Поэтому первый момент учебный. Вставайте фронтально и попробуйте вот в этом моменте две вещи соблюсти. Первый момент – это правильно вывести руки так, чтобы между ними не было больших зазоров. Во втором моменте, когда вы начинаете руку назад оттягивать, чтобы она у вас не отходила, а стояла уже на прицеле, то есть стояла уже на прямой. Все идет на одной линии, то есть двойка бьется в одну точку. Плечо не поднимается, а вытягивается вперед. В последний момент, когда рука у вас выходит вот в этом положении, рука начинает закручиваться, но чуть-чуть подкручивается. Еще раз говорю, парни, чтобы вот эта вот разница у вас, чтобы не получилось у вас вот так. Чтобы разница между кулаками, чтобы вы были спрятаны под кулаками. Вот это самый первый момент, который вам нужно понять. И смена плечей. За счет смены плечей, движение плечей уже потянет за собой таз. Поэтому потихонечку начинаем разгонять. Да, здесь надо, чтобы немножко стопы чуть-чуть внутрь смотрели. И постарайтесь убрать вот эти вот движения, которые у вас выталкивающие. Постарайтесь только плечами поработать. Стоп. Смотрите, парни, у вас есть цикл, он двоичен. И раз, и раз, и раз. Если вы просто будете накидывать, это одиночные удары. Этот вышел, и ты как будто этим цепляешь плечо назад, и он у тебя выбивает. Вот такую машину. И раз, и раз, и раз, и раз. Прям всаживаете со всей силы. О, хорошо. Так, не качайся. Итак, первый вышел, второй. Первый вышел, второй. Вышел, второй. Во. Вышел, второй. Не качайся. Раз. 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 Ноги хочешь, не хочешь, все равно запускается. Теперь встаньте в стоечку. Первая часть. Пока в стойке попробуйте, сильно ногами не финтите, а сделайте так, чтобы у вас таз начал работать. И раз, и раз. То есть плечо и таз уже соединили. И раз, и раз, и раз, и раз. Два движения делайте как одно. Но у тебя он сам отведется. Да, потому что смотри, если ты не отведешь корпус, да, руку не отводишь, корпус отводишь. Вот у тебя, видишь, корпус отошел в сторону. Это и есть скрытый замах. Вот он, видишь, как идет. Раз. И раз. И кулак в конце обязательно сжимаете. Потому что очень часто привыкают на вот этих вот. Вот этот вот момент кулака. Раз. Раз. Можно сразу кулаки сжать, чтобы их уже не разжимать. И попробовать сжатыми кулаками. Раз. 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 Сжимай в конце, в конце. То есть тебе акцентировать вот этот момент надо, чтобы здесь рука уже не плавала, не летала. Закончили. Дальше теперь на таком небольшом выпаде вперед. Задняя нога стоит на месте. Раз, два. То есть ты должен догнать. Удар должен догнать, разогнать. Раз, два.
Раз, два. Раз, два. Чтобы понятно было, то есть удар правой идет немножко дальше, чем левый. То есть левый, когда вы ударили, вот чтобы понятно было, вот смотрите, я начинаю плечи разворачивать, я выигрываю целый кулак. Ну там у кого-то больше, у кого-то меньше. Но если вы дотянулись этим ударом, то правый точно уже всандалится. Ну, видишь, как насколько он ближе, да, идет? То есть этот так, а этот уже, видишь, как? То есть я, по идее, вот сюда его вбиваю. Вот таким образом. Если движение есть вперед, движение также можно делать и в левую сторону. Чуть-чуть, ну, как бы выпускать больше правую. Раз. Вперед. И раз в сторону. Вперед. В сторону. Вперед. В сторону. Если можно делать это на передней стоящей ноге, значит это можно делать и на задней стоящей ноге. То есть таким же образом я отваливаю назад и тут же вперед. Получается как бы такая вот типа оттяжечка. Когда я падаю, останавливаю соперника и потом дальше дальнейшим движением уже вбиваю. Движение тоже идет как одно. Раз, два, раз, два, раз, два. Здесь вот лучше, ну, как бы понимать, как с тобой будет, ну, уже действовать соперник, потому что в некоторых случаях, когда вы сваливаетесь назад, возможно, вам придется делать уже уклон, прятаться под руку, потому что движение второе движение уже идет навстречу. Если первое идет как бы, ну, на защиту, то второе уже идет уже как на встречный удар. Итак, вперед, в сторону, назад. И также чуть-чуть в сторону делаете, выпуская правую руку. Назад и в сторону. Пробуем потихонечку. То есть все вот эти вот вещи, их уже можно адаптировать. Так, давай так. Пока прикрути ногу, держи ее, не отрывая. И можно пяткой, да, ну, разворачивать, поднимать и разворачивать ее можно. Выпад передней ногой сделай. Вот, теперь чуть-чуть в сторону. В сторону. Далеко. Много не надо. Да, и вот здесь смотри, как нога работает. Вперед пошел, вперед, вперед. Вперед выдай. Вот она, видишь? У тебя должен быть удар точно-точно в линию. Вот здесь. Вот так вот. Голову можешь чуть-чуть так, чтобы она у тебя прикрывалась. И нога, видишь, точно по удару идет. Вот, в исходную. Хорошо. Теперь в сторону. Далековато, но пойдет. Старайся на носочек пока ногу ставить. Так будет тебе, ну, как бы, тут моменты устойчивости очень-очень важны. С носка оставать ее на носке, что ли? Ну, она как бы у тебя не то, что на носке, она у тебя на площади стоит, вот смотри на меня. Вот. Не на носочек, да, а вот, да, на саму, так, чтобы у тебя пятка амортизировала. Потому что движение у тебя будет, вот оно. Возможно, раз, два, раз, два, раз, два. И передняя, она как пружинка. Если ты ее полностью прижмешь, то эффекта уже назад ты уже не отожмешь. А так раз, раз, два, раз, два, раз, два. Так. Да, вот тут моменты стабильности, и моменты стабильности как раз в ногах. Шире, широкого разведешь ноги, удара не будет, передвижения не будет. Поэтому как бы старайтесь, вот, ну, как нарабатывают, да, двоечку, то есть как бы небольшие такие шажочки, и, например, вперед. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. С такой оттяжечкой попробуй. Да, нога назад тоже идет на носок. То есть вот этот эффект. Чтобы быстрый выпад был. Раз, два,
Раз, два. Раз, два. Раз, два. Плечи не забывайте, парни. Хорошо. Так, закончили. Так, теперь смотрите, парни, уже выгружаем в шаг. То есть есть, один шаг, вот я двойку, закончил движение. И раз. То есть первое, второе. Это вот, как бы и есть, так скажем, классика. Раз, два. И вот здесь в советское время был такой проверочный момент. То есть когда ты бьешь в пол, выкидываешь руку. Одно движение. И вторым движением ты также на слух ловишь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, это самое-самое примитивное, чтобы было понятно. Раз, два. То есть как идут ноги, так и идут руки с одинаковой скоростью. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, это грубо очень. В вашем варианте встаньте чуть-чуть, подгрузитесь на носочек и прям раз, два на носочках. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Никаких лишних движений тут делать не надо. Все делайте строго вперед. Если вам как бы полегче сейчас, можете в пол пока ногами постучать, чтобы вот этот ритм. Хорошо. Так, смотри, вот у тебя момент такой, ты делаешь сюда, а задняя нога у тебя остается как бы чуть-чуть назад. Смотри, ты ее наоборот чуть-чуть вперед выноси. Это сюда пошла, а это чуть-чуть сюда, так, чтобы у тебя вот эта часть уже вынесена была для удара. Потому что если ты ее оставишь здесь, нечем будет. Да, нечем будет. А так, раз и ногу чуть-чуть, чуть-чуть выведи. Отлично. О. А теперь постарайся сделать мягко, без звука ног. Раз, два. Раз, два. Раз, два. О. Теперь смотри, предварительно лишних движений вот здесь в левой, да, не создавай. То есть она у тебя как идет вот по движению, вот оно. Так его и создаешь. То есть единственная сила вот в этом движении, это то, когда ты именно ногой вталкиваешь. Раз и меняешь. Раз, два. Раз, два. Сейчас вот здесь мы залипаем пока, вот в этой части. В оригинале залипать нельзя. То есть раз, два. Раз, два. То есть как можно быстрее, да, к голове веди руку. Хорошо, Саня, молодец. Во, подставляй, хорошо. Вот эту ногу вставь чуть-чуть. Вот смотри, первая у тебя ушла вот столько, значит вторая должна сделать столько же. То есть не так, что это ты много сделал, а это чуть-чуть. Равноценно сделай, так ты выиграешь позицию. Раз, два. Если ты, например, растянешь позицию, раз, два, то здесь, возможно, второй надо будет или третий, четвертый, какой-то вариант делать. Смещение или еще что-то, а у тебя позиция ног растянута. Поехали. Ага. Смотри, как хорошо у тебя, прям классно. У тебя первый хороший удар, второй ты выпускаешь настолько быстро, что не успеваешь ногой подставить. Видишь? Поэтому синхронизируй, чтобы раз, два, чтобы одновременно у тебя было. Так ты не потеряешь силу. Потому что если ты пока ногу еще не поставил, рука где-то еще в опоры нету, а сжатие уже есть. Понимаешь? И надо, чтобы сжатие вот как раз с опорами совпало именно ног. Раз, два. Раз, два. Видишь? Все должно у тебя раз сгруппироваться. И момент. Еще раз говорю, нога встала, удар закончен. Закончен удар. Поехали. Не спеши. Давай медленно попробуй. Еще раз. Молодец. Вот чувствуешь, да, сейчас уже пошла нога. Вот одновременно с правой. Молодец. Супер. Супер.
Так, теперь, парни, смотрите, самое интересное. Сейчас мы пройдем пока, ну как это, просто чтобы познакомиться поближе с этим материалом, потому что двойка бьется во всех вариантах, ну, со всех углов, там, ну, это самое универсальное, то, что есть у боксера. Самое первое, то, с чего он начинает. Поэтому попробуйте сейчас на всех шагах побить. Сейчас не надо как бы резко так взрываться. Попробуйте медленно. Вот вы пошли вперед. Раз, два. Пошли назад. Раз, два. Пошли влево. Раз, два. Пошли вправо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть вы можете шагом в сторону делать, назад можно делать, вперед можно делать. И пока, чтобы у вас синхронность рук и ног совпадала. Чтобы не получилось так, что ноги бегут впереди, а руки отстают. Или наоборот. То есть, ну, чтобы не возникало никаких резонансов. Вперед, назад, влево, вправо. Поехали. Смотри, Сань, лучше тебе топтаться. Вот ты начинаешь топтаться, еще раз говорю, делаешь медленно. Вперед. Раз, два. Ушел назад. Теперь с этой же точки делаешь назад. Раз, два. В сторону. Раз, два. Опять протоптался. Спокойно, просто спокойно начинай. Теперь в эту сторону. Раз, два. Назад. Раз, два. Вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот без дерганий пока. Так, чтобы у тебя уже схема начала работать. Да, надо будет чуть-чуть. Хорошо. Ноги согнуты. Ничего страшного. Молодец. Вот. Смелее шаги. Следующий вариант. Скачковый. Вы на одном скачке делаете 2 удара. То есть вот, ну, скачок, давайте так, полстопы вы вперед прыгаете. Вот на этом вот движении делаете сразу 2 удара. Раз. Вернулся. 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 То есть начинается движение, и вы сразу начинаете. То есть начинаете прыжок, толчок, и начинаете одновременно уже сразу бить. Одной и второй вдогонку. Попробуйте. Вторая уже бьется, когда приземлится. Вот тут хороший вопрос. Смотри, она в полете бьется. И второй в полете, смотри. Раз. Закончил уже? Да, да, нога встала, я уже закончил. То есть вот в эту временную разницу ты должен попасть. Чтобы нога приземлилась, у тебя 2 удара уже было. Раз, 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 раз. Сильно. Покороче сделает толчок. С 2 ног. Хорошо. Одно движение, Сань. Нет. Смотри. Движение ног одно. Вот. А движение рук вот. Чуть-чуть покороче прыгни, ты успеешь. Ну, по этому же принципу вперед, когда мы летим. Также можно отскакивать в сторону, в одну, в сторону, в другую. Итак, скачок. Вперед удар, скачок. Назад удар, скачок. Влево, скачок, вправо. Потихонечку сейчас начните. Не, смотри. Вперед, сразу. Назад, влево. Здесь просто сначала привыкнуть надо, потому что все равно эти, ну, все моменты с ногами и руками, их надо адаптировать. Так, закончили, парни. Теперь смотрите, на двойном скачке. Раз, два. То есть я объясню, почему так много вариантов.
Потому что, ну, еще раз говорю, условия боя, они непредсказуемые. Все будет зависеть от дистанции. Если дистанция будет большая и движение будет идти назад, на одном скачке я могу, ну, и не достать. А когда я делаю 2 скачка, раз, он, например, смещается назад, пытается уйти, и вторым я уже догоняю. То есть это для длины. Итак, первый, раз, второй, 2. Все будет зависеть, еще раз говорю, от дистанции. Второй, ну, прыжок, он может быть как коротким, так и чуть-чуть подлиннее. Все, говорю, от дистанции зависит. Итак, раз, 2. Догоняем. Да, здесь уже спокойно, уже можно как, ну где-то имитировать даже удары, где-то джебы имитировать. И раз, 2. Догнал. Хорошо, во. Так, парни, смотрите, теперь вот вперед уже пошло. Раз, 2, и тут же раз, 2 назад. Раз, 2. Раз, 2. Хорошо. Не спеши, Сань, не спеши. Еще раз говорю, пока медленно не прочертите. Хорошо. Сань, попробуй сейчас, смотри. Вот хорошо сделал. Вперед. Раз, 2. Назад. Раз, 2. Теперь 2 в сторону. Раз, 2. 2 в сторону. Раз, 2. Вперед, назад. 2 в сторону, 2 в сторону. Во, молодец. Вот, теперь постарайся руки, не зависай руками. Да, это только для шага надо, чтобы у тебя чистота, да, все, совпало. Все, теперь раз, и рука сразу назад. Раз, 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 раз. Хорошо, у тебя руки очень быстрые, хорошо очень прям всаживаются. Но единственный момент, чуть-чуть низко ты провисаешь. И еще раз говорю, вот этот вот момент, когда ты начинаешь бить правой рукой, немножко она у тебя отходит. Видишь, вот это, ну, как идеально, когда оно у тебя сразу идет. Видишь, все от тела идет. Вот оно, движение. И ты телом усиливаешь руки. Ну, по-другому не усилишь. Ну и еще один вариант, как бы тоже считается учебный, это на челноке. То, когда вы двигаетесь. И уже здесь можно подбирать, уже как в бою, как будто бы раз, 2. И отошел опять. Вышел, раз, 2. И отошел, спокойно двигаешь. Опять выходишь, спокойно, спокойно, раз, 2. И взрываешь. Хорошо, молодец, Александр. Во. Хорошо. Теперь смотрите, парни, джеб это, ну, как бы вот сейчас вам должен помогать чуть-чуть. Потому что двойка, ну, еще раз говорю, это комбинация. То есть это уже прием. Поэтому вы здесь должны как бы уже готовить. Потихонечку джебом промерил. И раз, 2 взорвал. Опять чик-чик, передвигаешься. Опять джебом как бы намерил. И опять, и дэнь-дэнь. То есть так, чтобы у вас был момент неожиданности. Двойка в этом и сильна. То, что есть вот этот вот эффект неожиданности и есть эффект усиления. Усиление за счет вот этого вот. То есть ты 2 удара как один делаешь. В этом его и мощь. Итак, двигаемся, передвигаемся. Где-то челноком, где-то, может быть, шагом. И уже наносим во всех, ну, как бы, видах передвижений, во всех плоскостях двоечку. На шаге, на скачке. Пока только прямые, парни.
Можно, да, на шагах. Попробуй. Раз, походи, в сторону и бам-бам. Опять раз. Ходишь опять, винтишь, уклоняешься. И уже принципиально начинаешь играть этой двойкой. Прячешь ее, скрываешь, финтишь. Уклон, нырок. Раз где-то подфинтил, левый. Хорошо, двоечка. Ну, вот примерно вот в этом вот рисунке выставляется простейшая такая комбинация левый-правый, либо правый-левый. Смотрите, наслаждайтесь.